Это у нас уже будет 3 Tesla Model 3. На этом шоу вы можете встрять, в просак попасть. На нас работает Папа Римский и его друзья. Да, вот с машинкой беда. А история-то продолжается дальше. Это небезопасно для вашей жизни, поэтому лучше туда, не имея опыта и знаний, не лезьте. А мы приехали на аукцион снова. Посмотреть машины. Там есть пару Model 3. Сейчас их посмотрим. Что с ними, как с ними. Возможно, поиграем на аукционе за них. Может, что-то хорошее будет. Сейчас пойдем поглядим. Аукцион Манхай. А вон и Калюня нас догоняет. Поглядим, пойдем посмотрим, что там за Тесла. Нас ждут. Я думаю, мы по-любому купим. Потому что кроме нас их все равно никто не отремонтирует. Поэтому это будут наши машины. Ну, просто уточнить, чтобы была батарейка на месте, мотор. Ну, все остальное, думаю, будет все хорошо. Поэтому у нас уже будет 3 Tesla Model 3. 3 Model 3. Да, лучше поглядеть на всякий случай. Подготовиться к чему-то. Посмотреть, все ли там на месте, все ли комплектно. Короче, лучше, чтобы сюрпризов не было. Всем привет! И мы сегодня опять на автошоу. Вашему вниманию все те же самые автомобили, только с пробегом. Которые уже приехали. Ну, некоторые еще нет. Некоторые уже приехали. Да. На этом шоу вы можете встрять, в просак попасть. Но это не точно. Иногда везет. Вот здесь хорошие машины, тут плохие. В принципе, тут едут, там нет. Но мы сейчас вообще идем на кладбище машин. Наши машины там находятся. Это никто далеко прямо. Это там, где мы покупаем. У нас самый лучший приз. Да, у нас самый лучший приз. Мы покупаем всегда на кладбище. У нас есть люди, которые воскрешают машины. На нас работает Папа Римский и его друзья. Да, вот с машинкой беда. А самое что грустно, она стоит с открытым люком. Я представляю, как там весело внутри. Ну еще, кстати, не озеро. Но, кстати, экраны не потекшие. Диск зато есть, посмотри. Да, экраны не потекшие. Ее, может, еще не так давно сюда поставили, потому что она внутри еще не залитая сильно. Еще зарядочка лежит. Но вот это, конечно, грустно. Если вот это никто не накроет, то там, конечно, печально все будет внутри. Накроют матом. Ну да, накроют. Точно, что скорее только матом и накроют, в лучшем случае. Но мы не эту машину пришли смотреть, поэтому не будем грустить. О, Артем такую машину себе хочет. Ну, может, не прям такую, но, вернее, состояние, может, он и получше хотел бы, я думаю. Да, тут немножечко все печально. Все немножечко печально. Да и внутри там как-то печально. Но именно такую, я помню, Артем себе выбирал когда-то. О, такая бедолага тут стоит завалена на одну сторону. Так, ну вот и наш пациент. Бампер не сильно целый. Диски чуть покоцанные. Но на светлых сильно не видно. А сзади вроде бы и ничего. Сейчас откроем, поглядим, что там внутри. Да, здесь что-то случилось. Ага, тут оборван рулевой наконечник. Наверное, рычаг какой-нибудь. Кто-то пытался уехать. Да, тут кто-то откуда-то уезжал. Кто-то откуда-то пытался на ней уехать. Пою. Давай. 3, 2, 1. Не попутать главное, да? Бля, жалко, что капот, видишь. Может, он крашен надо было или что? А не, наверное, не был. Сразу минус, С капотом надо что-то было делать. потом плюс. Да. Опа. О, смотри, сколько нам тут сюрпризов, подарков оставили. Это мне, это опять мне. Ключ есть. Да, там написано вон, что 21 числа января его сделали. Типа ключ. Пока не запустился экран, ждем. Здесь буст. О, запускается. Сейчас посмотрим, что с ним. Хотя бы так. Так, поглядим, что тут у нас есть. О, это самое, это перформанс-версия. Прикольно. Дом. Поэтому кто-то на ней сваливал. Да, 100%. Так, поглядим, что тут у нас по ошибочкам. Что-то алертов только один. Как-то мало. Coolant level low. Ну, либо что-то с мотором, и оно... А, подожди, у нас же есть... Так, ну у нас включился этот. Да, я думаю, что она едет. Она едет. Только там с колесом.
Ну и разряжена батарейка сильно. В ноль. Сильно разряжена батарейка. TPMS, Coolant Level Low. Все, в принципе, это все, что тут. Все, что тут есть. Как-то так, ошибочек немного. Ну, скорее всего, единственная проблема это то, что там спереди по подвеске оторван рулевой наконечник, и там, наверное, по подвеске, по рычагам что-то какие-то проблемы. А в остальном все работает. Все четко. Ну, в общем, в принципе, и посмотрели мы. Да. Пойдем дальше? Да. Короче, здесь проблемы по ходовке, бампер под замену, капот поврежден, вот здесь вот немножко поврежден. Ну и там, может быть, еще какие-то мелочи. В остальном машина в порядке, она на ходу, она ездит. Это еще и перформанс-версия, Long Range двухмоторная перформанс. В принципе, выглядит хорошо машина. В салончике все чисто. Единственное, вот какие-то повреждения, кто-то, видно, куда-то от кого-то пытался уехать. И, наверное, уехал, а может и нет. Непонятно. А мы сейчас пойдем и посмотрим, что у нас со второй машины. Посмотрим, что там за ситуация. И потом, естественно, будем уже играть и поглядим, за сколько эти машины будут играться и получится ли их купить по выгодной для нас цене. Фух, мы уже минут 30 ищем машину, никак не можем ее найти. Ее кто-то переместил. Так, ага, наконец-то мы ее нашли. Тоже кто-то въехал правым колесом, один в один. Нет, тут бампер надо, уже точно. Да и там надо бампер. Там крыло. Да, окно было открыто. И тут, конечно, текло, летело. Все сюда. О, зарядочка есть. Зарядочка это хорошо. Не, да ладно, цеплять так. Что делать? Цапля сохла, цапля сохла, цапля сохла. Там контакторы мы услышали, да? А здесь нет. О, а экран загружен уже. Даже обнова висит. Так, давайте быстренько поглядим, что у нас. Это просто Dual Motor Long Range. Давай, показывай. Показывай нам. По паркам ошибки. VC Front Replaced Asphalt. VC Front. Ну, здесь ничего такого как бы и не написано. И она, кстати, не разряжена. 48%. А вот ключа я здесь не вижу. Короче, здесь ошибки по паркам, по низкому уровню охлаждающей жидкости, ну и в остальном. В принципе, тут, по-моему, больше ничего такого и нету. Backflow. И нет ключа от нее. Нет ключа. Я не слышу, у нее клацнули контакторы или нет, но ошибкам по контакторов нет никаких. Там только по паркам, по всему такому. Так что, блин, она, конечно, жестко здесь заливалась водой. Жестко тут все пострадало от воды. Да, лобовое стекло. Но я думаю, что салон отмоется. Ну, салон, да, салон, скорее всего, отмоется. Жестко, вот, ребят, вот это все жестко. Что, покрашено фигово, да? Да, крашено видно. Тут просто уже. Причем и крашено ужасно видно. И вот это, да, все. Не, кстати, вот это может и не крашено. Крашено? Да, наверное, крашено здесь. Да, крашено. Да, вся бочина правая окрашена. Короче, из действительно хороших вещей здесь только зарядка. Зарядка хорошая. Ну да, такая грустноватая машина. Хотя она ездящая. Конечно же, вопрос цены. Как бы вопрос цены. Если цена будет выгодная, то можно и подумать ее купить. А так, конечно, там много всего. Там вся бочина крашена, и бампер нужен, и крыло, и стекло там разбито, и еще по мелочи. И салон там, конечно, от воды пострадал достаточно сильно. Хотя, скорее всего, он отмоется. Но она едет. Ну как едет? Скорее всего едет, потому что ошибок других там каких-то нет. То есть там ошибки по паркам, по какой-то еще фигне. Просто в ней нет ключа, поэтому мы не можем попробовать, едет она или не едет. Когда включаешь рейл, просто, ну, с ключом, у тебя может больше ошибок появиться во время, когда уже, ну, как бы драйв-инвертор подключается. Ну, без ключа сейчас здесь на месте мы это сделать не сможем. Поэтому посмотрим, за сколько она будет играться. Если цена будет классная, то, возможно, попробуем ее купить тоже. В общем, аукцион завтра покажет, что, где и как. А сейчас мы уже находились, пора возвращаться в шап, заниматься дальше какой-нибудь работой. А по поводу этой троечки скоро будет все понятно. И это, и другое тоже. Коля, расскажи мне, что ты там делаешь? Ничего, оживление мертвеца. Специально для человека из далеких краев. Приходится ему оживлять машину, потому что понимаю, что ему никто не поможет. Ты в очередной раз взял на себя нелегкую миссию. Поехал спасать кого-то. Я поехал спасать Теслу.
А дальше уже будет как будет. Будет видно. Сегодня мы приехали оживлять вот такую вот машину. Это наша одна из первых машин, которую мы вообще когда-то делали. И она имеет очень интересную историю. Ее хозяин ее отдал. На данный момент она находится под залогом. Он уехал на какое-то время, попал в тюрьму по каким-то историям. Машина здесь стояла под залогом. Ну, теперь получается, что он ее выкупил назад, но не могут они ее завести, так как она стояла здесь пару месяцев. И он позвонил, попросил, чтобы я приехал ее и оживил как-нибудь, так как нету никаких возможностей ни у кого ее оживить. Ну вот, я здесь. Для тебя, дорогая машина. Будем пытаться что-нибудь с ней сделать. Буду вас держать в курсе, покажу вам, что из этого всего произойдет и что из этого всего получится. Они пытались зарядить здесь батарею. Так же самое они пытались зарядить аккумулятор. Ну вот так как-то. Вот машина, вот я. И будем начинать наше движение. Тут немного склад устроили. Мультиметры уже тут. Там поставили новую батарею. Вот там подложили, чтобы плюс не касался до кузова. Ну вот так вот как-то все это выглядит. А дальше здесь у нас вода в фаре. Здесь вот так вот валяется пластик. Одно колесо спустило, турбинные диски. А была когда-то очень красивая машина, если кто-то помнит. Батарею они поменяли, но это им не помогло. Сейчас будем чинить. Дядя ключ сейчас принесет и будем начинать ее оживлять. Получается вот такая вот история у нас. Контакторы у нас щелкнули. Машина все включает, но не переключает никакие ни скоростя, ничего. При этом Unable to drive, voltage supply too low. При этом у нас нету никаких кодов Not OK to start. И еще у нас, если мы посмотрим на бустер, то бустер у нас 12 вольт. Сейчас мы его подсоединим чуть-чуть. Ну вот так. Короче, сейчас я буду смотреть, подключу компьютер и посмотрим, что там происходит. Может быть, предохранитель какой-то ткнули, может еще что-то. Сейчас сразу компьютером прочитаем коды, а потом будем уже копаться дальше. Сейчас подключаем блоки и ищем. Ничего, вот машина. Получается у нас такая история. Здравствуйте, Оля, здравствуйте. расскажи мне, что ты там делаешь? Ничего, оживление мертвеца. Специально для человека из далеких краев. Приходится ему оживлять машину, потому что понимаю, что ему никто не поможет. Контакторы включаются, все работает. Ну, контакторы включаются, это вообще уже даже больше, чем полдела. Не заводится, не заводится. Да? Надо стартер поменять. Искры нету. Пальцы уже в клею, тебе сразу рассказывают. Клей это класс, клей это вообще наше все. В машине все просто перековыркано, все вот так вот, вообще просто грязи, куча. Что только тут не делали, я не знаю. Осталось, ну, в принципе, если почистить, вычистится быстро, но я думаю, что тут хранили какие-то цветы, елки, ели, я не знаю, там уже другие ели, потому что недаром в столь отдаленные места недаром не ездят, понял? Наверное, может, ели возили. Ну, видимо, да. Пишут вот такие вот ошибочки. Ничего Правильно. криминального, как ты говоришь. Мобилайзер, Network саппорт. Слушай, ну очень странно, очень странно. Ничего такого криминального здесь не Могу видно. себе ниже показать. А рейл включается или нет? Рейлон, да, включается. Ну, а когда ты включаешь передачу? А передачу включаю. Unable to drive, voltage supply too low пишет. Может, предохранитель сгорел, я думаю. Слушай, ну интересно, оно не может 12-вольтовую батарею заряжать. Он пишет там, что этот самый. Надо проверить, там есть такой проводочек, приходит к минусовой клемме, он мониторит аккумулятор. Это первый момент. Но вообще оно должно ехать даже без аккумулятора. А может с DC-DC какая-то проблема? А высаживает бустер или оно? Нажми на бустере на этом, на вольтметр, оно что показывает? 12 вольт. Не, покажи мне. А, слушай, у него нет DC-DC, не дает ему 12 вольт supply. Видишь? Он твой бустер не поддерживает. Он контакторы, ты говоришь, клац. А ты слышал, что контакторы клацают, да? Да. Я понял. Надо, чтобы ты подключил и показал данные. Вообще показано, что там пока. Потому что оно сейчас не поддерживает твою 12-вольтовую сеть, поэтому и не едет. Окей, я подключаюсь. Сейчас буду подключаться к Локичу. Ага. Локич на месте, надо подсоединить все. Надо подсоединить все. У меня есть надзиратель тут личный. Вот. Включаю компьютер. Добро пожаловать. Ничего, я еще неплохо настроил. Короче, получается вот так.
У нас видеосвязь пошла. Вот. Сначала подключись по Wi-Fi к нему, сеть проверь. Так, сеть, проверяем сеть. Клацай Can Live. Can Live. Да. Теперь BMS Есть. вкладка. BMS. Так, у нас контакторы открыты, Коля, поэтому они не А я закрыты. сейчас вот нажму стоп. Закрыты, есть. Да. А, открой DC-DC, у тебя здесь преобразователь. Вкладка DC-DC. Да. DC. Вот она. False. Так, видишь, он не дает тебе напряжения DC-DC. Ага. А почему не дает? А клацни опять на самом верху Alerts Powertrain. В принципе, то, что мы Gateway. О, BMS, он там latency, что-то. Нет, то такое, это фигня. Видишь, он почему-то ругается, что BMS не видит термал-контроллера. Mobilizer, Low Voltage Support. Вот это интересно. BDV Compromised. Не совсем знаю, что это такое. Надо будет расшифровать. Но я тебе скажу так. Сейчас DC-DC не дает тебе 12-вольтовой поддержки в сети, поэтому она не едет. Видишь, он тебе 0 дает. Input power, output power, и он тебе не дает вообще. И он не заряжает аккум и не питает 12-вольтовую сеть. Сейчас вся твоя 12-вольтовая сеть питается от бустера. Ну, и, скорее всего, какая-то проблема в DC-DC. Либо ему нехорошо, либо что-то мешает его работе. Может посмотреть какие-то эти провода? Если бы он был, предохранитель его питания был бы сгоревший, то он был бы не на связи. А у нас нет ошибки, что он не на связи. Оно на открытых контакторах. А чтобы открыть контакторы, Надо вы. Can Life. DC. а видишь прочерки? То Да. есть ты когда включаешь контакторы, DC-DC выходит на связь, и ты видишь данные. Угу. Но он не дает тебе напряжения по каким-то причинам. Либо в нем какая-то проблема есть, допустим, какой-то из предов, а может сам DC-DC вышел из строя. Но тут проблема в том, что 12-вольтовая сеть не поддерживается. Это не из-за не из-за высоковольтной системы. Может, А еще, может быть, на него не доходит питание высоковольтное. Тоже такое может быть. я Но тебе... это внутри. Возможно, фьюз какой-то перегорел на него внутри. Там 3 фьюза внутри DC-DC, если тот, который под крылком стоит. И если один из фьюзов, который питает сам DC-DC, перегорел, то, естественно, сам DC-DC на связи, но он не получает питание, чтобы преобразовывать его в 12 вольт. И, естественно, не дает поддержку 12-вольтовой сети. Надо в этом месте копать. Но на месте вряд ли ты там сможешь. DC-DC стоит неудобно, и чтобы не дали с предохранителем, его надо разбирать. Он, по идее, неразборно сделан. Ну, я Можно понял. разобрать, но неразборно. Там можно сделать маленькую дырочку. Ну, вроде того. Да, поэтому, скорее всего, его надо, этот автомобиль, транспортировать в более удобное для ремонта место. Ну, вот такой вот сервисный у нас звонок был. Что я вам могу сказать? Ребята, сервис получился таким. Сейчас пойдем посмотрим, что там еще, потыкаемся, посмотрим. И, если что, дам вам знать. Это был репортаж Коли Спасателя с полей Иллинойс. Где-то Коля кого-то спасает. Наверное, придется эту машину везти к нам в ШАП, потому что там что-то случилось с DC-DC преобразователем. И в полевых условиях, так сказать, не особо хотелось бы всем таким заниматься. Поэтому, я думаю, машина приедет в ШАП, и мы ее починим. Здесь нету никаких вольтеджей, не показывают. И мы подозреваем, что DC-DC не поддерживает 12-вольтовую систему. Делать тут нечего, надо брать толтрак, везти машину к нам в ШАП и там уже спокойно заниматься. Он там вот находится, в принципе. Но его надо снимать с-под колеса. Но его надо снимать, да, с-под отсюда, а здесь все печально и грустно. Заниматься на улице этим никто не будет. Поэтому получается, что пока что у нас будет такая история. Будем ее забирать отсюда и везти на ШАП. Ну а после этого уже будет видно, что там и как. Вот такое оживление P85. Я переживал, конечно, что батарея, понял? Но батарею, что там мы делали, там все нормально. Видишь, DC-DC помер. Ну, такое бывает. Да. Батарея, вон, видишь, тоже 12-вольтовую они поменяли. Все, собрали все с машины. Тут у нас все по-прежнему. Ничего не оставили. Сейчас ее забираем. Заберем ее не сейчас, завтра, послезавтра, может быть, в понедельник, вторник. Попробуем ее забрать и перевезти на ШАП. На ШАПе сделаем и уже оттуда заберут ее. На улице не сильно хочется ковыряться. Будем решать вопрос по месту. Вылечим тебя, не переживай, вылечим. Вот такое у нас оживление. Сейчас поедем еще купим диски и поедем дальше домой уже, в сторону дома.
будем на связи. Всех приветствую нас на канале. Сейчас буду разбираться с одной машиной. Еще не знаю, какая проблема. Только так по телефонному разговору кое-что слышал. Но мне рассказали, что, короче, здесь контакторы клацают, но машина никуда не едет. Это у нас 13-й год, P85. Такая вот машина. И она никуда не едет. Сейчас я переоденусь, возьму компьютер, подключу, введу машину в сервис-мод, посмотрю данные. И интересно, почему же она не едет. Потому что когда контакторы клацают, то чаще всего машина едет, а это не едет. Поэтому вот сейчас и разберемся, в чем все-таки там проблема. Так, я подкинул к машине бустер. Машина уже загрузилась. Какие ошибки мы видим в сервис-моде? Так, ну самое важное, что 12 volt not supported, то есть он не поддерживает 12-вольтовую сеть. Здесь под THS у нас ошибки, drive door open, MCU frank open, это все фигня. Он ругается на PTC heater, на coolant heater ругается и так далее. Но в принципе прям вот это сейчас нам не интересно. Самое интересное у нас, что у нас не поддерживается 12-вольтовая сеть. И еще к тому же у нас все-таки контакторы закрыты, сопротивление внутреннее нормальное, вернее это внешнее получается, на закрытых контакторах это внешнее, вместе с мотором и всеми остальными потребителями 2200 это хорошо. Разбега у нас особого здесь по батарейке нет, то есть у нас по батарейке все в порядке, она заряжена почти полностью. Разбег тут есть, но не критичный, 20 милливольт. И самое интересное, что у нас вот DC-DC, он показывает, он на связи, он не ругается, что сам блок управления DC-DC на связи, но он не выдает output voltage никакой. Input power 0, output current, output voltage 0. Вот здесь он не выдает никакого напряжения в сеть. То есть создается впечатление, что сам DC-DC преобразователь, он не работает. То есть он не питает нашу 12-вольтовую сеть, из-за чего машина как бы не хочет никуда ехать, потому что ей нужно быть уверенным, что 12-вольтовая сеть как бы в порядке, что DC-DC ее питает и так далее. Поэтому сейчас, наверное, сейчас я полезу к DC-DC, посмотрю, все ли к нему приходит, что он отдает ли с DC-DC он напряжение, потому что непонятно. Судя по данным, DC-DC не отдает напряжение. И у меня первый подозреваемый это сам DC-DC конвертер. Он на вот этих машинах 2013 года, он бывает по-разному стоит. Он либо стоит вот там вот на щите моторном, так называемом, либо он стоит вот тут справа под подкрылком. Скорее всего, тут справа под подкрылком он стоит. Поэтому я, наверное, сейчас сниму колесо, сниму подкрылок и долезу до DC-DC и посмотрю, что там происходит с ним. Что к нему приходит, что к нему не приходит. Потому что еще и ругается, машина ругается еще на PTC heater и на battery heater. Может, на него вообще не приходит никакое питание. Поэтому надо проверить, приходит ли на него питание высоковольтное оттуда с junction бокса, который под задним сиденьем. В общем, сейчас полезу туда разбираться, посмотрим, что там происходит. Тут такой интересный момент, главное самого себя не запутать. Я сейчас меряю напряжение, которое с DC-DC как бы выходит, то есть на плюс и вот на корпус. И у меня показывают 13,8 вольт. И можно подумать, блин, ну дает же напряжение DC-DC. Но у меня-то сверху подключен бустер и там еще зарядник небольшого тока, чтобы бустер не разряжался. Ну вот они 13 чем-то вольт здесь есть. Поэтому, когда замерять, нужно либо сверху отключить подачу напряжения на сам фьюзбокс, где распределяют напряжение с DC-DC, которые идут. Либо надо по-другому проверять, потому что можно подумать, что 12 вольт, ну то есть 13 чем-то реально выходят из DC-DC, но это не так. Я заметил одну интересную вещь. Сейчас на машине контакторы закрыты, и я подключил на коннектор battery heater, ну просто отдельный коннектор с двумя выводами проводов, чтобы замерить на нем напряжение. Я подключил этот коннектор с
специально, потому что там есть в самом коннекторе такой концевичок, который хвил замыкает, чтобы у меня контакторы включились. И вот на выходе из DC-DC инвертора, DC-DC конвертера, у меня должно здесь выходить высоковольтное напряжение, а у меня отсюда не выходит ровным счетом ничего. И у меня появилось подозрение на то, что на сам DC-DC инвертор, DC-DC преобразователь, не приходит высоковольтное напряжение. Оно вот должно приходить вот сюда. Поэтому я сейчас буду проверять, почему не приходит. Ну, я хочу убедиться, что оно точно не приходит, а может оно приходит, а с DC-DC не выходит. Сейчас я тоже доберусь туда и выясню, приходит оно туда или нет. Но если оно туда не приходит, то буду выяснять, почему оно туда не приходит. Еще хотел сказать, вот вы увидели, как я коннектор, у меня есть просто коннектор с другого батареи-хитера, который я просто отрезал, который уже сломан, и он в мусорку уходит, чтобы проверить на выходе здесь высоковольтное напряжение. Хотел бы просто предупредить, будьте очень аккуратны. Если вы не имеете опыта и не знаете, как правильно работать с высоким напряжением, пожалуйста, не лезьте туда. Пусть этим занимаются те люди, которые умеют это делать, знают как и будут очень аккуратны. Потому что высокое напряжение опасно для вашей жизни. Вот я замеряю здесь напряжение, а у меня 3,3 вольта. А здесь должно быть больше 300. А история-то продолжается дальше. Контакторы сейчас закрыты, но напряжение высоковольтное сюда не приходит. Что говорит о том, что напряжение не приходит сюда, отсюда, с высоковольтного джанкшн-бокса, который стоит под сиденьем. Поэтому я сейчас опущу машину, сниму сиденье и полезу под сиденье в High Voltage Junction Box и буду смотреть, что же там произошло. Возможно, там сгорел предохранитель, который дает питание на DC-DC. Сейчас все говорит об этом. Я снял заднее сиденье, не стал это показывать, я думаю, это неинтересно. И разобрал, снял крышку высоковольтного фьюзбокса. Сейчас буду мерять, вернее не мерять, а прозванивать предохранители, которые здесь находятся. Вот он, наш junction-бокс высоковольтный, который под задним сиденьем. Тут у нас есть в старом, ну, когда у нас чарджеры Gen 1 стоят и старый фьюзбокс вот такого вот старого образца, у нас здесь есть 3 предохранителя. 2 из них идут на чарджер, на один и на второй, если он опционально стоит. И один из них, вот этот большой, он идет на DC-DC преобразователь. И вот эти 2 звонятся предохранители, а вот этот, который на DC-DC, он вообще не звонится. Поэтому получается вот такая вот беда. И вот этот вот фьюз, который идет на DC-DC преобразователь, вот как раз кабеля на него пошли, он получается сгоревший. Ну, в общем, я думаю, причина найдена. Это сгоревший предохранитель в высоковольтном фьюзбоксе, который под задним сиденьем стоит. Вы, конечно, могли бы спросить: Вова, а ты не мог сразу полезть туда и проверить предохранитель? Конечно, наверное, бы мог. Но, во-первых, тогда видео было бы не таким интересным. А во-вторых, все люди, которые занимаются диагностикой и ремонтом, они по-разному подходят к вопросам ремонта и по-разному диагностируют машины. Кто-то с одной стороны начинает заходить, кто-то с другой. Как говорится, у каждого механика, электрика и так далее, ремонтника свой стиль работы. Поэтому я не знаю, есть ли у меня сейчас этот такой же самый предохранитель целый. Если есть, я сейчас его найду, поставлю и покажу, что из этого получилось. А если я его сейчас не найду, то я его найду позже и сделаю то же самое. Но, тем не менее, вот такая вот история. Почему-то сгорел предохранитель, который питает DC-DC инвертор. И из-за этого у нас не поддерживается 12-вольтная сеть. Можно было посмотреть на ошибки и увидеть, что по PTC-хитеру и по батареи-хитеру тоже ошибки. Что как бы говорит о том, что, скорее всего, с ними какая-то проблема. Одна из проблем могла быть действительно, что на них не приходит питание. Ну, опять же, сейчас это, конечно, картинка более ясно проясняется, когда уже ты нашел причину. А в начале как бы это не так очевидно. Но, тем не менее, это вот такие вот признаки того, что сгорел предохранитель и не приходит питание. Почему сгорел этот предохранитель, я не могу знать. Может быть, как-то сильно нагрузили сеть. Может, просто от старости он уже стал таким ненадежным и вышел из строя. Возможно, какие-то проблемы с DC-DC. И он каким-то образом создал слишком большой ток, слишком большую нагрузку, и предохранитель сгорел, чтобы избежать каких-то повреждений, там, возгораний и так далее, так как предохранитель — это защита от коротких замыканий. Но я это узнаю только когда поставлю другой, и он может сгореть, тогда я уже буду подозревать, что проблема все-таки в DC-DC. Либо все, возможно, заработает, и никаких проблем больше не будет. Поэтому чуть позже подсниму, что было дальше, и покажу, чем все-таки закончился ремонт. Мы сейчас находимся в Мичиган-Сити. Здесь вот такие вот плазы, почти полностью пустые.
И вот такое вот есть место, где можно просто-напросто делать все, что ты хочешь. Хочешь дилерскую, хочешь можешь сделать, обслуживать автомобили, сервис автомобилей. И таких мест пустых здесь очень много. А у нас, допустим, в Чикаго не найти такое вообще нигде. Очень сложно найти, и все либо же занято, либо же хотят сумасшедших денег. Помещение хорошее, большое, пожалуйста, вот, что хочешь, то и делай. Увы, это очень далеко, и нету смысла это все здесь. Допустим, если сделать из такого места какой-нибудь Tesla Shop, то было бы прикольно. Здесь можно получить лицензию, так как здесь уже было такое же самое, там автомеханики были, и колеса меняли, что было, сервис, автосервис. Все здесь можно получить, то есть это в какой-то мере это все возможно и все работает. Большая парковка, делай себе дилерскую, пожалуйста, выставляй автомобили. Все, что тебе нравится, все, что тебе хочется, можно делать. Но так как это очень далеко, это не имеет никакой логики. А если хочешь найти где-то близко, то у тебя это не получится, так как близко ничего нету. А если есть, то за сумасшедшие деньги. А здесь классно, здесь можно и внутри поставить автомобили, вот здесь место есть. И ворота для того, чтобы чинить, тоже есть. И вообще интересно, это, наверное, продается, наверное, за какие-то копейки, потому что такое здесь, как я вижу, это никому не надо. Очень прикольное место, большое. Получается 3 двери с той стороны, 3 заезда с этой стороны, 2 заезда. Вот так бывает. Что у нас дальше? Через 1000 фит поворачиваем налево и будем забирать там дисочки. Не знаю, там получится заснять или нет. Но вот здесь в Макдональдсе сейчас заберем все. Люди любят встречаться в публичных местах, public places. И кто-то здесь уже нас где-то ждет. Мы сейчас смотрим, созвонимся. Если получится, я вам сниму. Получается, вот такой у нас сделка произошла. Мы купили 4 вот таких диска на Теслу. Вот, 4 дисочка. В принципе, выглядит все вот так. Едем дальше. Вот такой тут пляж со льдом. Прикольно. Никогда такого не видел. Берег замерз вот так. И волна идет. Красиво. А здесь у людей дома. Вот такие вот. Неплохо живут люди. С таким видом можно жить. Вот дом какой красивый. 2401. Очень красиво. Место называется Long Beach. Здесь где-то, наверное, должен быть пляж какой-нибудь. Прикольно. Вообще очень классно. Выталкивает так лед. Песок, я не понимаю, как это так. Главное не провалиться. А может быть, вода, лед. С видом с таким, конечно, жить прикольно. Очень классно. Люди приходят, смотрят, тоже останавливаются здесь. Раздобыл я предохранитель. Сейчас закину его во фьюзбокс и посмотрим, что из этого получится. Узнаем, все-таки это была проблема просто в предохранителе или, возможно, это все-таки DC-DC сжег нам предохранитель, и сейчас он сожжет второй, и тогда уже придется поменять и DC-DC, и еще раз предохранитель. Но как узнать по-другому, я, наверное, даже и не скажу. В общем, будем узнавать экспериментальным путем. Контакторы у нас клацнули, и сейчас я померяю, приходит ли высоковольтное напряжение на сам DC-DC. И что мы видим? 389,5 вольта приходит. Окей, хорошо. А выходит ли у нас 12 вольт? Но отсюда 12 вольт у меня точно будет выходить, потому что у меня там бустер подключен. Я, наверное, сейчас узнаю по-другому. И если бустер будет показывать сейчас много, а он показывает много,
то это говорит о том, что все-таки 12 вольт DC-DC нам сейчас дает. У меня сейчас все в разобранном виде, понятно, крышки некоторые сняты, это все так экспериментально для видео. Специально, еще раз напоминаю, высоковольтное напряжение, будьте очень аккуратны, там где большое напряжение, высокое, то это небезопасно для вашей жизни, поэтому лучше туда, не имея опыта и знаний, не лезьте. Я это сделаю просто для того, чтобы показать видео, чтобы было наглядно, ну и кому-то интересно наверняка. Сейчас я попробую включить Rail и посмотрю, какие у меня будут ошибки. Так, сразу что у нас по ошибочкам посмотрим. Service Alerts. Так, у меня остались ошибочки PTC хитеру, по компрессору. Интересно, они уйдут или нет? Странно, по идее, я думал, что они уйдут, когда у меня DC-DC заработает полноценно. Ну ладно, я попробую включить Rail. Так, Rail у меня включился. Появился иммобилайзер, а вот эти ошибки у меня остались, не уходят. Ладно, хорошо, с ними мы разберемся позже. Мне сейчас главное понимать, едет ли машина, включается ли передача. Поглядим. Ну, судя по тому, что колодки разводятся и у меня включается драйв, то машина едет. Значит, все-таки проблема у нас была именно просто в сгоревшем предохранителе, потому что сейчас, после того, как я заменил предохранитель, все работает. Я сейчас все это дело подсоберу, поставлю машину обратно на колеса, поставлю все каверы на место и попробую разобраться, почему у меня ошибки по PTC хитеру и ошибки по DC компрессору. Может, все-таки у меня внутри DC-DC все-таки что-то сгорело, кроме этого предохранителя. У меня есть такая версия, что, возможно, либо PTC хитер, либо AC компрессор, а может что-то еще дало слишком большую нагрузку, и это спалило предохранитель, ну, который идет предохранитель с фьюзбокса под сиденьем. Хотя, по идее, на каждый из этих потребителей идет отдельный предохранитель, который внутри DC-DC инвертора. Поэтому как бы сейчас я еще с этим немного разберусь и потом чуть позже расскажу, какие проблемы я нашел, а может быть все заработает и проблем уже и не будет. То есть скоро это все узнаем. Я сейчас включил климат, отключил пока кондиционер, включил просто, чтобы хитер салона грел воздух. И сейчас подожду, посмотрю, будет ли работать PTC хитер. Я специально не делал high voltage тест. Можно было бы, конечно, термал-тест запустить, и тогда бы оно прогнало и как бы прочекало, проверило бы и battery heater, и PTC heater, и AC компрессор. Но я хочу все это дело включить по раздельности, чтобы получить для себя больше информации. Поэтому сейчас попробую, греет ли PTC heater. Так, ну я ставлю руку, и воздух дует отсюда теплый. Воздух дует отсюда теплый, что говорит мне о том, что PTC хитер работает. Поэтому сейчас я еще попробую, наверное, может быть, даже запущу термал-тест. Мне точно это скажет, все ли в порядке. Так, несмотря на то, что у нас здесь старая прошивка Integra, но мне все-таки удалось пробиться в DIAC-порт, никуда не лазя. И сейчас я запущу термал-тест. Мне для этого нужно, конечно, открыть Gateway. Сейчас открою Gateway быстренько. Так, Gateway у меня открыт. И запустим термал-тест. Поехали. Термал-тест обычно занимает минут 5. Вот я слышу уже, как вентиляторы все заработали на полную мощность. Сейчас весь термал-тест будет проходить. Сначала вентиляторы, потом кондиционер, хитер салона, battery хитер и все вместе. И потом здесь мы увидим результаты. Теперь подожду, пока закончится термал-тест, и посмотрим, какой будет результат. Так, вот прошел термал-тест, и мы видим такие проблемы здесь. То есть у нас battery heater failure, chiller failure, shutter left condenser, shutter left radiator и shaft right condenser и temperature sensor failure. Значит, что? Ну, по поводу, допустим, чиллера и конденсера, нужно будет проверить давление в системе, может там давление фреона низкое. Но я не уверен, надо будет проверить. Вот это ambient, вот по battery хитеру непонятно, почему он не работает. Но я сейчас полезу и проверю, подает ли питание вообще DC-DC на него. Может, все-таки изначально тут вся проблема начиналась с battery хитера. Поэтому сейчас я пойду гляну, приходит ли питание на battery хитер. Я снял коннектор хитера батареи. У меня есть такой вот старый коннектор. Подкинул вот этот огрызок, так сказать, мой, который я использую для того, чтобы понять, идет напряжение туда или нет. И что я вижу? У меня на хитер батареи не выходит высокое напряжение. А это говорит о чем? Это говорит о том, что
там сгорел предохранитель внутри DC-DC. То есть, скорее всего, Battery Heater участвовал во всей этой проблеме. И, возможно, сгорел предохранитель и внутри DC-DC, и под сиденьем в High Voltage Junction Box, потому что с хитером были какие-то проблемы. Будем разбираться дальше. Сниму DC-DC, разберу его и посмотрю, что с предохранителем внутри DC-DC. Если он сгоревший, то я заменю его. И, скорее всего, придется тогда заменить и Battery Heater, потому что я не хочу сжечь предохранитель в DC-DC, потому что его разбирать и менять предохранитель достаточно такое, не самая быстрая затея, потому что он не разборной, он там заклеенный на герметик и на такой жесткий герметик, то есть не предполагается замена предохранителей в нем, но как бы я заменю предохранитель, у меня сами предохранители есть, и если после этого все будет окей, туда будет выдаваться напряжение, то я просто поставлю время на перемычку, чтобы машина ездила, и нужно будет заказать Battery Heater и поменять его. У нас, к сожалению, Battery Heater все закончились, потому что как раз зима, а зимой проблема с Battery Heater'ами, она очень-очень актуальна, потому что старые Battery Heater'ы начинают выходить из строя, машины постоянно греют батарею, постоянно как бы работают больше, чем обычно, летом они вообще, в принципе, редко работают, и, естественно, они изношены, выходят из строя. Часто машины падают в пробой по изоляции, или либо просто Battery Heater не греет, и машина не может заряжаться, когда батарейка очень холодная. В общем, такие вот процессы происходят, поэтому Battery Heater'ы у нас как бы очень актуальны зимой, и, если честно, ни одного рабочего не осталось. Поэтому придется поехать на дилер, купить Battery Heater и поменять здесь. Но для начала сейчас я сниму DC-DC, разберу его и найду сгоревший предохранитель, чтобы его заменить. Вот наш DC-DC, я его уже снял. И то, что мне не нравится, что здесь уже кто-то лазил. Здесь уже герметик. Здесь кто-то внутри уже бывал. А когда внутри кто-то уже бывал, то ты никогда не знаешь, какое может быть продолжение всей этой истории. Поэтому, конечно, это не то, чтобы мне сильно нравится. Но окей, я его сейчас в любом случае расклею, посмотрю, что там внутри, посмотрю, что там с предохранителем. И, наверное, заменю предохранитель. У меня, к сожалению, нет другого DC-DC. Если бы у меня был другой DC-DC, я бы его подкинул, если честно, не сомневаюсь в этом. Но у меня его в наличии нет, его нужно заказывать, ждать это время. Поэтому я попробую все-таки что-нибудь придумать с этим DC-DC. Надеюсь, что после замены предохранителя он все-таки будет работать и все-таки в нем нет проблемы. Я очень искренне на это буду надеяться. Герметик тут знатный. Кто-то постарался от души. Здесь не моторный герметик, а какой-то силикон жесткий. Очень он такой... Очень он жесткий. Да, если честно, он вообще практически не режется, очень плохо. В общем, кто-то подсунул мне свинью. Так, сейчас прозвоню предохранители. Этот сверху звонится, а снизу... И снизу звонится. Сейчас, наверное, все-таки вытащу, потому что я не знаю, может быть, он звонится через что-то сюда. Я на всякий случай проверю. Так, это целый. И этот у нас тоже целый. Очень интересно. Так, будем искать дальше. Так, вот плюс сюда приходит. И должен сейчас плюс идти на... Ага, это на компрессор предохранитель. Вот этот верхний предохранитель, это на компрессор. Это у нас плюс. Это плюс у нас идет на cabin heater. Вот он. Так, а что у нас идет на battery heater? Очень интересно. Так, где же наш предохранитель на battery heater? Потому что как-то бывало такое, что, по-моему,
Да, верхний, да, предохранитель. Короче, один из этих предохранителей, он идет на cabin heater, на PTC heater. Он, бывало, у нас сгорал, мы меняли предохранители. Сейчас разберусь, какой же предохранитель отвечает за battery heater. Так, я вроде бы нашел предохранитель. Вот здесь вот находятся два предохранителя. И вот они, один у нас рабочий, а второй не звонится. И вот если я от battery heater сюда звоню, от другого, то есть вот он сюда звонится. А с этой стороны он, по идее, тогда должен звониться где-то сюда. Да, он звонится сюда. В общем, вот он получается нижний. Это наш предохранитель на battery heater. Сейчас я его вытащу, еще раз прозвоню. Но вот он, похоже, что сгорел. Да, этот предохранитель у нас сгоревший. Я даже не знаю, есть ли у меня такой предохранитель еще. Что-то с предохранителями в этой машине вообще беда. Но, по идее, нужно найти, заменить такой предохранитель. И вот такой вопрос, ставить ли это, собирать обратно, или все-таки это хитер был проблемой этого всего дела. Не хочется опять снова снимать DC-DC, чтобы поменять здесь уже предохранитель, и не дай бог еще там сзади большой. Я бы, конечно, лучше заменил battery heater. Лучше всегда, когда он новый, потому что он часто создает проблемы. Поэтому я, наверное, заменю вот этот предохранитель, поставлю пока перемычку на этот коннектор, чтобы машина могла перемещаться без battery хитера, потому что если просто отключить его, то цепь хвила разорвется и машина не включит высоковольтную сеть. Поэтому я, наверное, сейчас найду такой предохранитель, заменю его, соберу DC-DC, поставлю там перемычку на коннектор и закажем новый battery хитер, чтобы как бы не переживать уже в будущем, что с ним возникнут какие-то проблемы. Я добыл все-таки этот предохранитель. Это было непросто, пришлось добывать его с другой машины, но как бы что делать. Тем не менее, предохранитель есть, я его сейчас заменю и соберу этот DC-DC. Я как бы немного почистил, подровнял крышку, в принципе, я думаю, будет все окей. Так, позвоним теперь здесь. Ну и вот теперь плюс приходит на battery heater. Поставлю на место другие предохранители. Конечно, тут не сильно удобно это делать. Но как бы, как говорится, какой у нас есть вариант. Хотя, в общем-то, нормально. Терпимо. Есть. Вообще, если вы хотите проверить DC-DC инвертор, то можно плюс проверить на, допустим, на cabin heater. Плюс приходит. На battery heater плюс приходит. И на компрессор плюс приходит. Все три предохранителя можно прозвонить вот как бы отсюда прям. Не хочется много герметика сюда накладывать, но с другой стороны не хочется, чтобы и водичка сюда попала. Поэтому, наверное, надо сделать в меру. Немного и не мало. DC-DC у нас собран. Конечно, крышечка погнута немного, но там есть герметик, поэтому я думаю, все будет в порядке. Теперь поставим этот DC-DC на место и подсоберем все остальное. Есть у меня вот такой коннектор, чтобы замкнуть интерлок внутри. Я его пока подключу, он здесь герметичный, я его пока подключу вместо battery хитера, потому что я не уверен в его работоспособности, я боюсь, что он снова спалит предохранитель. Я пока поставлю такую, скажем, обманочку, машина будет работать, только не будет греть батарея. А потом, когда к нам приедет хитер, мы его заменим. Поэтому я тут пока особо сильно собирать ничего не буду. Но в таком виде здесь уже все, в принципе, может работать, кроме battery хитера. Ну и, в принципе, все. Сейчас поставлю все эти кавера на место. Сильно не буду прикручивать, потому что еще полезу сюда менять battery хитер. Нужно будет к коннектору иметь доступ. И хочу отсюда машину убрать, потому что ждет другая работа на этом месте. А пока подожду, пока приедет battery heater. Вот для наглядного примера я включил машину, контакторы закрылись. Я подключил на выход DC-DC инвертора, там где на battery heater такой вот коннектор. И теперь вот мне здесь выдает 322 вольта. Все как и полагается.
Поэтому теперь питание для хитера есть, предохранитель был заменен, и теперь все в порядке. В принципе, как бы я и так был в этом уверен, но для видео и для наглядности было интересно просто это подснять. Вот такой вот был ремонт, такая вот была проблема у машины. В общем, как бы ничего суперсложного, ничего, наверное, суперинтересного, но, возможно, кому-то это видео пригодится для понимания работы DC-DC инвертора и как это, в принципе, здесь более или менее устроено. Поэтому, надеюсь, кому-то это будет полезно. Всем спасибо за внимание.